аромат. О, вода прилично ушла. Метка, которую тогда оставлял, когда пришел в дом, когда ушел из дома, и вода ушла метров на 5, наверное, от дома. Ну, мох прижился. Вот я тоже смотрю, да, прижился. Зелененький. Всем привет, это канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, и со мной сегодня Евгений, канал Лесной Кот 63. приехали вдвоем поработать, попахать, как говорится. Сегодня в планах завершить все работы по уборке дома, убрать весь песок из дома сюда наружу. Здесь, я так думаю, наверное, имеет смысл мох куда-то в сторону тоже утащить, унести, убрать и песком все это засыпать. Весь песок, который осыпался и ушел внутрь дома. То есть он круговорот песка такой получился. Ну, а потом также мхом здесь все накроем и доделаем. В общем, садитесь поудобнее. Желаем вам приятного просмотра. Уже более-менее чисто в сравнении с тем, что было в первый раз. И уже не так пахнет влажностью. Кстати, сколько там градусов, сейчас посмотрим. О, 13. Оттирается, да? Да. Вот. Ну, если так дело и остается. А мы, знаешь, что сделаем? Просушим помещение и под вечер, или даже завтра с утра перед уходом щеткой жесткой прям потрем, да и все. Угу. Подметем. Полы помоем. Да, перед уходом. Отсюда до желательно вот это все. Ну вот видишь, я про что и говорил, по-хорошему будет сюда бревна поставить, чтобы уже закончить. И можно было бы все из-под пола вытащить, вот это из-под кровати. Разобрать этот хлам. Уже в божеский вид дом приводить. Первоочередная задача того. Да, здесь, конечно, засада полная. Ну, песок подсох уже. То есть, если раньше он прям весь в воде был, то сейчас уже вон. Мокрый, но... Но он уже хотя бы легче. Не такой, как был в прошлый раз. Столько намыло. Раскладываемся и начинаем работать. Я так думаю, что стоит все-таки начать с того, чтобы убрать вот этот мох. То есть сейчас мы его аккуратненько как-то не срезаем, а просто руками поднимаем и в сторону перекладываем. Впоследствии этот мох пойдет либо на козырек, либо на то место, где вот сейчас песок лежит, видите, да, под окном. Да либо вообще никуда не пойдет, просто его выкинем. Либо обратно застелим, посмотрим. Короче говоря, сейчас нужно вот этот мох убрать, для того, чтобы сюда можно было песок насыпать. Наверх вот так вот даже.
Удалось нам навести порядок в душевой. Попутно из-под кровати достали доски, которые там валялись уже фиг знает сколько времени. Сами видели, в каком они состоянии. Может быть, эти доски сейчас немножко подсохнут. Ну и часть из них будет использована на козырек. Но я все-таки думаю, нужно, наверное, закончить уже с душевой. Со стен вот это вот все убрать, стряхнуть, пока это все сухое. Подмести с пола. Наверное, полы намывать здесь пока смысла нет. Хотя можно и помыть, почему нет. Конечно, в 4 руки работается намного проще и быстрее. И это хорошо, что мы сегодня вдвоем. Я думаю, мы очень быстро наведем тут порядок. Ну-ка. Ну что, отлично. Единственный недостаток данного помещения, что здесь полы деревянные, не покрытые лаком яхтным, как во всем доме. И, соответственно, вот этот песок, он хрен отмоется. Сейчас попробую воду пролить, пойдет ли вообще вода, будет ли она уходить в нашу сливную яму. И если она будет уходить, то это хорошо, то нам повезло хотя бы с канализацией, да, что она не забилась песком. Пока все предпосылки есть такие, что песок в трубе есть, но есть и проход для выхода воды. Сейчас это и проверим. С детства я любил футбол, а мой дед – хоккей. И в итоге он подсадил меня на просмотр хоккея. Динамичная игра с жесткими столкновениями и борьба до последней секунды. Равнодушным при просмотре остаться невозможно. И волей-неволей начинаешь увлеченно смотреть. Кстати говоря, Тинькофф первый в истории банков генеральный партнер континентальной хоккейной лиги КХЛ. И по этому случаю выпустил свою дебютовую карту в лимитированных дизайнах. Ледом и от известного художника Вовы Перкина. Оформив карту до 31 июля, можно стать участником розыгрыша абонементов на все матчи любимой команды. А совершив с ее помощью покупку билета на КХЛ, можно вернуть до 500 рублей обратно в виде кэшбэка. Следите за новостями КХЛ и оформляйте карту в дизайне для истинных болельщиков. И получайте лучшие условия. Обалдеть. А в канализации-то песка нету. Странное дело. Как же в дом попал песок? Не понимаю. Вода, чистая вода, и песка никакого нет. С одной стороны это хорошо, значит, наша канализация в доме, сливная вот эта вот, да, труба, она не забита песком. Но возникает вопрос, как же песок в таком огромном количестве попал в дом?
Отлично. Не помню, кто под прошлым видео писал в комментариях, что было бы неплохо оставить метку о потопе 2024 года на память, скажем так. И вот, собственно, такую метку я и оставил. Если что, будем теперь знать, потоп 2025, 26, 27, куда будет, вверх-вниз. Ну, я надеюсь, больше не будет. Но посмотрим. Наталья из Нового Уренгоя, спасибо большое за такой презент для дома. Теперь постоянно будем пользоваться этой кочергой, щеткой и лопаткой. Будем чистить печь намного чаще. Давно в планах было сделать козырек. Наконец, погода стала великолепной для того, чтобы заниматься работами на улице, да. Ну и, соответственно, идея какая? То есть вот эти два бревнышка убрать, доски напилить нужного размера по ширине и выложить примерно вот до сюда, наверное, да, вот так вот. И положить мох здесь. То есть это обезопасит дом от попадания осадков, дождя, там, да, от снега таявшего. Закреплено там. Женька занимается костром. У нас обнаружилось очень много мусора, всякого такого пластикового, который многие бы сказали, что не надо сжигать в лесу. Ну, а по сути, увезем мы его домой.
То есть это лишние хлопоты там будут. А что вы думаете, что с этим пластиковым мусором кто делать будет? Его точно так же и будут сжигать. Или еще хуже, закапывать. Ну, а я, собственно, пошел за мхом и уже пришел. Сережки. Нет нашего Серхио. Сережки-поварешки. Мох приходится собирать мне. О, отлично. Вот здесь чуть еще парочку прям хватит. Смотрю на всю эту картину, и душа радуется. Привели в порядок все. Там стену доделали. Не стали оставлять ее на следующий день, там на завтра или на следующий раз. Все мхом застелили. Так вот, смотрю, и чего не хватает. Ну, во-первых, возможно, вот эта лестница вообще в тему здесь, возможно. Ну, только подлиннее, да? Надо подумать. И не хватает обналичника. То есть, вон там, видите, на окне пена. Вон там пена на окне. И вот туда дощечка. И с боков по дощечке пустить. Благо я нашел. Вон горбыль у нас есть. Оказывается, 4 доски вот таких хороших, деловых прям. Фельдеперстовых осталось. Ну, шуруповерт, саморезы. И делаю обналичник.
А из нашего окна площадь Мховая видна. Классно, да? Выходишь вот так вот, подходишь к окну, и вода прямо рядом с домом. Как будто бы дом у реки какой-то. Красиво. Опа. Вечереет. Солнышко уже потихоньку садится. Кто-то стучит там. Женек. Хорошо вот так вот стоять у окна, и кто-то в этот момент работает. Любоваться природой, созерцать все ее красоты и наслаждаться этим великолепием под шум чьей-то работы. Делаем ручку на входную дверь. Пойдемте посмотрим, как Женька будет устанавливать ручку дверную. Такая деревянная, прикольная. Бушкрафт, настоящий бушкрафт. Вот я думаю, как-то так. Да, отлично. И хват есть как раз. Да? Подпилить немного. Хорошо. Полчасика, и душ будет готов. Вода нагреется в ведре, можно будет купаться. Кто там говорил, что душ в доме не нужен? Это просто великолепно. Искупаться вот так вот, помыться, буквально одно ведро воды, и мне хватило даже половины. То есть, в принципе, сейчас еще и Женек искупается. Вообще, во.
Наконец-то нормальные вешалки в доме. Спасибо Женьку за то, что такую работу делает. Вот эти сейчас саморезы уберем, и еще одну вешалку он повесит. Ну и третью, может быть, сегодня, может быть, завтра. Потому что, ну, сами понимаете, да, саморезы в доме вообще никак не смотрятся. То есть саморезы в виде вешалок в таком лесном доме. Ну, а вот такие вешалки уже самое то. Красиво поют. Ручка отличная теперь у нас есть. Дверь закрывать. Вешалки. Да, вешалки. Окно нормальное, красивое. Значит, недоделанное. Ну да. А завтра будет еще лучше. Доделаем вот эту стену в коридоре. Может быть, ну, надеемся. Бензопила, если заведется. И дом готов к лету, к летнему сезону. Ну что, дорогие друзья, наконец-то мы с вами добрались до ужина. Время уже 10 вечера. Посидели у костра, насладились запахами вечернего леса. И сейчас стоит остановиться на презентах от телезрителей, то есть от вас. И давайте, пожалуй, начнем с нашей любимой с вами темой магнитов. Да? И подарков. Привет из Костромы, лучшему блогеру. Тебе магнит, а твоей жене, как и обещал, подарочек. Это маска для волос собственного производства. Спасибо Костроме. Маску, кстати, для волос жена использует. Классная маска. Сергей из Сургута. Соответственно, магнит Сургут. От Виталика из Сочи с наилучшими пожеланиями. Магнит из Сочи. И еще был классный подарок в виде деревянной тарелки и подставки под тарелку. Ну, вот что-то наподобие этой. Ну, просто неудобно было тащить, поэтому я не взял. Магнит из Вологды. Было 4 банки сгущенки из Вологды. Одну я взял с собой, и сегодня мы ее съедим. Киршенман Елена из Вологды. Вот ей тоже огромное спасибо. И с чаем мы еще попьем вот такую вот клюкву в сахарной пудре. От нашего общего подписчика Виктора с канала Лесные тайны. Это магнитик Чуваши, Чебоксары и записочка. Да, записка Алексея Лесному строителю. Здравствуйте, многоуважаемый Алексей. Отправляю вам магнитик на память от вашего подписчика Виктора с канала Лесные тайны из Чувашии. Музей пива Чебоксары. От моей мамы Ирины Петровны этому дому и Алексею 3 такие тарелочки. Дом наполнился уютом и радостью. Спасибо Ирине Петровне. Ирина Петровна, продолжайте смотреть мои видеоролики. Спасибо вам за сына, за Евгения. Всем спасибо большое за магниты, за презенты. Присылайте еще. Сгущенку я очень люблю, поэтому сгущенки можете прислать не 4, а 10 банок. Ну, а в остальном давайте ограничимся магнитами. Итак, на ужин будет сегодня отварная картошка с селедкой, с лучком
и политый лимоном, да, и салат из помидора и огурцов. Все, как всегда, очень просто. Картошку ставим отвариваться на печку. Ну, а пока она отваривается, нарежу селедку, порежу помидоры, порежу огурцы. Ну и, в общем, приготовлю салат и селедочку с лучком. Ну, а вам приятного аппетита, если вы все так же голодны, как и мы в столь поздний час. Уже время подходит к 11. Бегом к холодильнику и будем вместе с вами что-то готовить и есть. Картошечка готова. Горячая, зараза. Пусть остывает. Жаром. Я прям селедку люблю вот с лимончиком, самое то. Вкуснятина. Дыхания не хватило. В 7 часов утра у нас прекрасная погода, прекрасное настроение. Идет легкий дождик, на улице плюс 12. Сижу, пью кофе на берегу. И заяц, представляете, заяц прям тык-тук-тук-тук-тук и ушел вот по тому берегу. Ну, вообще дождик не помешает. Листья, он уже все везде появляются, на всех деревьях. Батюшки, а у нас даже молодые березки здесь есть. Только сейчас увидел. Вон они. Пение птиц просто какое-то сумасшедшее. Кукушка, по-моему. Где-то вдалеке. Ай. Невероятные звуки. Невероятные ощущения. Просто балдеж. Так,
что, давайте сделаем сейчас стену здесь, в коридоре. Отделим спальню от кухни, от кухонной зоны. Заранее прочертил черту здесь. Ну, то есть я эту спилю сейчас, и чтобы столбы шли вдоль этой доски, аккуратненько подходили друг к другу. Потому что эта доска чуть туда выпирает. Наконец-то у нас спрячется вот эта вот стрёмная тема, которая под кроватью в виде песка и какого-то мусора, там, ну, всякие иголки вон сюда налетели, пришли вместе с водой. Домных? Да-да. Отлично. Теперь у нас есть стена, которая отделяет кухонную зону от спальни. То есть, если кто-то на кухне ест, то он не мешает тому, кто находится в спальне. По крайней мере, своим светом. И щели между вот этими бревнами, это даже хорошо, чтобы шла циркуляция воздуха. Но, если вдруг захочется, мы всегда можем зашить здесь доской, такой же, как в коридоре. Еще раз спасибо за клюкву в сахарной пудре. Вкусно. Всю пачку так и съели. Самое главное, что дом просыхает. То есть, если вот эти бревна нижние были, ну, 3 были все мокрые, вот около печки уже прям они вот наполовину подсохли. И самое, что интересное, цвет возвращается старый, как был, то есть такой же светлый. Я боялся, что они потемнеют, а нет. И там тоже, да, потихоньку отходит, да. Да. Отходит, то есть... Ну, еще 2-3 топки. Да, то есть мы в этот раз топили прям как не в себя, прям. Женька тут кочегарил.
Вот. В следующий раз, может, вообще действительно вот, идея такая у нас возникла. Может быть, взять кабанчик с собой, печку, и туда в окно ее пустить, чтобы ту часть дома просушить посильнее. Потому что там еще влаги больше, чем здесь. Тут печка, а там-то нету. Сейчас напоследок помоем полы, запалим серные шашки, которые помогут избежать образования плесени в доме и выгонят отсюда мышей, если они есть, но их нет, кстати говоря, да. Минут 30 подождем, посмотрим, как они горят, чтобы дом не загорелся, и пойдем уже домой. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Не забывайте подписываться на канал, если не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите в телеграм-канал Лесной Строитель. Подписывайтесь на Женька, канал Лесной Кот 63. Всем пока, мы пошли. Пока-пока. И вот такая вот селедка. Конечно, можно было бы попробовать поймать рыбу в нашем болоте, но там рыбы нет. Поэтому селедку мы поймали в магазине. Хотел сказать пятерочка. Ну, короче, поймали в магазине. Он выглядит даже опасно как-то. Ух. Ядреный. Вашу. Извиняюсь. Нет, он очень бодрит. Огонь. Люблю острое, но это прям на грани.